Всем привет, это Юрий, система Fudge, мебельные кондукторы. В этом видео расскажу про модернизацию нашей мега полезной насадки. Название новой насадки бабочка Long 370 мм. Из названия уже ясно, какую насадку мы модернизировали. Теперь осталось разобраться, чем эта модернизация лучше оригинала. Итак, поехали. Как и с бабочкой мини, мы взяли одно поле регулировочных отверстий. Ссылку на видео о насадке бабочка мини я добавлю в описание. Но при этом мы это поле регулировочных отверстий расширили до значения 167 мм. Но это еще не все изменения. Мы добавили хвост с рабочими отверстиями для установки на шаблоны или для непосредственного сверления через кондукторные втулки. Этим мы увеличили зону покрытия и функционал данной насадки. Давайте все эти моменты сейчас и обсудим. Начнем о назначении насадки. Первое. Позиционирование шаблона вдоль торца заготовки. Для позиционирования насадки на шаблоне нужно использовать наши стандартные пластиковые кнопки-грибки. В отличие от стандартной бабочки 160 и бабочки мини, для фиксации на шаблонах использовать наши кондукторные втулки не получится. Второе. Сверление заготовок через кондукторные втулки. Для этого в хвосте насадки имеем ряд рабочих отверстий с наличием резьбы. В конце ролика соберем на базе данной насадки вариант для сверления. Теперь перейдем к параметрам насадки. Насадка имеет так называемый хвост с двумя рядами рабочих отверстий. В каждом ряду имеем 11 рабочих отверстий, которые идут шагом 16 мм. Межосевое расстояние рядов равно 32 мм. Все рабочие отверстия имеют резьбу. Во всех наших изделиях она одинакова, М14х2. В эти отверстия мы вкручиваем наши кондукторные втулки и сверлим через них заготовки. Можем использовать сверла как по дереву, так и по металлу. При сверлении глухих отверстий советуем использовать ограничители для сверла. Вы их сможете найти в соответствующей категории товаров в нашем магазине. Насадка имеет одно поле регулировочных отверстий. Минимальное расстояние до оси первого рабочего отверстия равно 7 мм. Максимальное расстояние до оси первого рабочего отверстия равно 167 мм. С учетом межосевого расстояния рабочих отверстий шаблона термит, максимальное расстояние равно 370 мм. Шаг регулировочных отверстий составляет 1 мм. Регулировочные отверстия разнесены строками по десяткам. В каждой строке идет нарастание с шагом 10 мм. Это сделано для удобства выставления нужного расстояния. Нечетные цифры выделили красным цветом. А теперь давайте пошагово настроим насадку для работы. Сборка и настройка для позиционирования. Первый шаг. Установим насадку сверху на шаблон термит или любой другой шаблон. В отличие от других бабочек, эту насадку можно ставить как поперек шаблона, так и вдоль. Зафиксируем с помощью наших пластиковых кнопок-грибков. Второй шаг. С помощью стяжек упора выставим необходимый размер. Можно выставить сразу несколько вариантов и использовать их по очереди. Все, шаблон с насадкой бабочка Long настроен на нужное расстояние от торца заготовки и готов к работе. Осталось установить шаблон в нужном месте на заготовке и произвести сверление. А теперь настроим насадку бабочку непосредственно для сверления. Сборка и настройка для сверления. Первый шаг. Сначала вкрутим в рабочее отверстие кондукторные втулки, чтобы не запутаться с дальнейшими настройками. Второй шаг. Установим дополнительную насадку. Нам нужен дополнительный упор для фиксации на заготовке. Как пример, можем установить две бабочки мини, зафиксировав их с помощью специальных кнопок в бабочку. Что с этой красотой мы можем сделать дальше, спросите вы? Ну, например, сверлить под ручки фасадов. Остальные варианты вы придумаете сами для себя. Данная насадка расширяет возможности каждого нашего шаблона. Здесь уже все зависит от вашей фантазии и поставленных задач, которые надо решить. Вот несколько примеров. Это с шаблоном термит. Используем две бабочки Long вдоль торца заготовки. Это также с шаблоном термит, но используем уже одну насадку бабочка Long, так как нижний упор нам дает перпендикулярное позиционирование от другого торца заготовки. Термиты версии 5.4 и Long версия не показываем, так как там все идентично с ранее показанными вариантами. Вариант с шаблоном Nano. Из-за его ультратонкой конструкции мы советуем использовать только с двумя бабочками Long.
А также можно использовать с шаблоном Одесса версии 2.0. Или даже так, с ответными планками для шаблонов термит, которые в принципе предназначены для сверления в торец. Как видите сами, вариантов применения очень много. Предлагаю подписаться вам на наш канал, чтобы не пропустить другие наши новинки. Мы стараемся дополнять нашу систему новыми шаблонами, чтобы каждый мог выбрать себе подходящий вариант. Поэтому, если у вас есть интересные идеи и предложения, то пишите к нам на почту или в телеграм-канал. Контактная информация расположена на нашем сайте. На этом все. В комментариях пишите, что вы думаете о данной идее. Обратная связь с пользователями наших изделий благоприятно влияет на развитие нашего продукта и всей системы в целом. Всем спасибо за внимание. Пока.